Приветствую вас! Несмотря на то, что первый автомобиль Брюса Мосса не оправдал его желаний, он не стал сдаваться. И в 1972 году представил общественности свой второй автомобиль – Safari Car, который, как и следовало из названия, был предназначен для охоты или африканского сафари. За основу своего второго люксового автомобиля Мосс взял внедорожник International Harvester Travel. От него он взял раму, на которой крепился карбюраторный V-образный 8-цилиндровый силовой агрегат мощностью 179 лошадиных сил, который работал совместно с трехступенчатой автоматической коробкой передач. В отличие от первого лимузина, здесь уже был привод на оба моста. Спереди независимая подвеска на торсионах, сзади неразрезной мост на рессорах. Все остальное в автомобиле было создано с нуля. Кузов автомобиля был сконструирован самостоятельно из алюминия. И что интересно, он не стал его красить или отполировать до блеска, а обтянул его дорогим винилом марки Nauga Hyde, который напоминал кожу. На алюминиевые панели сначала приклеили толстый слой полиуретана, затем обтягивали черным винилом. А сделал он это так, как считал, что живущие в саванне животные имеют очень острый слух, а на охоте главное это тишина. Спереди красовалась, как у предыдущей модели, массивная хромированная решетка радиатора, массивный бампер и закрытые позолоченной решеткой передние фары. Мосс не стал повторять ошибок и на втором автомобиле установил уже две двери, там где они должны быть, сбоку, по одной на каждую сторону. Но и здесь Мосс показал свой творческий потенциал. Двери не распахивались, отъезжали при помощи гидравлики в стороны на телескопических направляющих. Поскольку данный автомобиль предназначался в первую очередь для охоты, то верх был сделан складным и выполнен также из алюминия. Жесткая крыша при помощи все той же гидравлики, специальной кнопки на передней панели, складывалась. Заднее стекло с рамкой уезжало под крышу багажника, а передняя часть крыши укладывалась на нее. Внутренняя отделка салона уже не блистала коврами, позолотой и драгоценными камнями. На охоте это ни к чему. А внутри довольно просторного салона было два отсека. Спереди 3 кресла, сзади раскладной диван. Крепились кресла не снизу, а за спинку посредством направляющего рельса, который позволял их регулировать по высоте. Сзади также находился оружейный ящик с упорами для винтовок. Чтобы охотникам на охоте не было скучно, Мосс разместил в салоне телевизор и магнитолу с радиостанцией, а также плиту, работающую на бутане. Свой роскошный охотничий лимузин Мосс оценил ни много ни мало в сумму $14 500 США, что по тем временам было внушительной суммой. Но несмотря на дороговизну, все-таки нашлось 3 смельчака, которые смогли выложить такую сумму за автомобиль. Но и эти проданные 3 автомобиля не оправдали надежды Мосса продать хотя бы 100 таких авто, и от дальнейшего конструирования люксовых автомобилей он отказался. Из 3 построенных Safari Car остался только один, который был найден в плачевном состоянии в Джорджии и в течение 4 лет реставрировался Марком Залудко, чтобы потом представить в том виде, в каком он и был создан первоначально, в автомузее города Роско, штат Иллинойс, вместе с другим автомобилем Брюса Болдуина Мосса – Мосс Остентатьен Опера Седан. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, пока!